Давай, Георгий Георгиевич, шпарь по писанному. Сами видели, белки много. Диплом получить можно по белке. Добро пожаловать на региональные лично-командные состязания лаек по белке Югра 2023. Это мероприятие проводится один раз в 2 года на территории Сургутского района в Ханты-Мансийском автономном округе, в хвойном лесу неподалеку от великой реки Обь. Состязание проводится с 1989 года и по настоящее время. Цель состязаний – выявление лучших линий, семейств и гнезд лаек для дальнейшего использования их в племенной работе. Лайки изначально выводились для добычи пушнины, и это было их основное предназначение. Современные реалии вносят свои коррективы. В наше время белка не имеет такой промысловой ценности, как раньше, но соболь и куница актуальны в настоящее время. По своему опыту я знаю, что лучшие соболятники вырастают именно из тех собачек, которые хорошо работали белку. При кажущейся простоте получить диплом по белке очень непросто. Опытные эксперты тщательно рассматривают работы и вносят свои оценки на основании баллов. Баллы собачки получают по четкому регламенту, расписанному в правилах. Самым важным критерием является чутье, слежка, отношение к добытому зверьку. Собачка может найти много белок, но остаться без диплома, если у нее плохая слежка, и белочка легко от нее убегает. У молодых собачек часто бывают проблемы отношения к добытому зверьку. Кстати, во время состязания отстрел белок не производится, и для проверки на отношение к добыче берется заранее заготовленный зверек, добытый в разрешенные сроки охоты. Третья собака – самое умное поведение, идеальное поведение. Открытие-то когда? Вторая комиссия придет и сразу откроем. Позвольте 10-е региональные открытые состязания по белке объявить открытыми. Открытые они потому, что могут все присутствовать. Любой субъект Российской Федерации. Значит, для проведения данного мероприятия были организованы главная экспертная комиссия в составе Речкин Вадим Дмитриевич, председатель главной экспертной комиссии, секретарь Киба Владимир Петрович, пока не подъехал. Испытательные комиссии 2, но пока работает одна в составе. Ерыгин Юрий Викторович, эксперт 2 категории, город Нижневартовск. У него ассистенты, эксперт 2 категории, город Нижневартовск, Емельянов Евгений Владимирович и эксперт 3 категории, Милова Оксана Анатольевна, город Ноябрьск. Молодой эксперт, только присвоена категория. Данная комиссия будет проводить состязательные мероприятия. Сегодня. Да, сегодня. Если команд будет много, имеется 2-я комиссия, будет работать 2-я комиссия. Параллельно проводится, соответственно, и испытательная. Все команды, которые сейчас объявлены, сегодня Пермь, завтра Щукин, 2-й, следом будут, по мере прибытия команды, будут становиться в очередь и состязаться. Собаки, которые не имеют диплома, будут испытываться и добавляться в состязательные команды. 2 команды из Нефтеюганской секции охотничьего собаководства будут участвовать. Собирается приезжать Омская команда, они уже фактически в пути, будем ждать их. Я думаю, каждый из нас вспомнит тех замечательных людей, которых мы здесь видели. Видели Николая Борисовича Полузадова,
и Полякова, и Голикова Геннадия Ивановича, и Савина Игоря Николаевича, и Курочкина Юрия Яковлевича, и Латышева Александра Борисовича, и Султанова Анатолия Федоровича, и Мальцева. Очень много разных экспертов мы здесь видели. Даже с Украины одни состязания судили эксперты с Украины. За все годы состязания назывались по-разному, но за это время у нас поступил всего один протест. Вот. Всего один протест был. Так что здесь обстановка спокойная, и многие ездят только из-за обстановки, чтобы побывать, встретиться с людьми, единомышленниками, что-то для себя решить важное. Внутри себя каждый же у нас решает, какой очередной шаг ему сделать в отношении собак, охот, дрессировки, натаски. Здесь все приближено к охоте. Специалисты у нас работают уже, я не знаю, Юрий Викторович, наверное, уже 5-й или 6-й, если не больше, да, состязания отсуживает. Вот. То есть опыту хватает. Не 1 десяток собак отсужено. Сами видели, белки много. Диплом получить можно по белке. Так что приглашайте своих людей. До 10 числа мероприятие проводится. Как говорил мой командир в военно-морском флоте, заниматься прикладом. Так что все, давайте. А вы куда пошли? Мы туда пошли. Прям. Там лучше? Но Везде белки. Ну, определили, пермяки тут Всё, смотрели, вопрос. решили отсюда первый раз, значит, все первые нам. Все. Отлично. Система такая. Отправляем собаку, включаем секундомер, так? Вы спокойненько идете, собака на охоте. Собака залаяла, останавливаетесь, и далее все ваши действия по моей команде. Я буду говорить. Что делать? Да. Так, слушайте дальше. Собака залаяла, вы определяете. Белку собака лает или она просто взлаяла. Все понял. И в течение минуты определяете. Если вы не определились, определяемся мы. Минуту собака лает, время останавливается, и мы идем смотреть. Далее. Если собака залаяла 3 секунды, вы говорите: о, белка, тут же время останавливаем. Ну, это все решает. Это вы решаете. Но не более минуты, да? Да, если минуту мы решаем. Далее, если в первые 5 минут, вот как мы включим время, собака залаяла, можете сразу говорить: жопалайка. Если даже мы белку не найдем, никак не отразится на собаке, поскольку льготная. Но если потом опять отпустим, и она через минуту опять залает, то есть вторая белка в эти течение 5 минут, она уже будет пустая. Первая белка, первые 5 минут. Ну, для меня немножко как бы это льготно. всё, Викторович, Всё. я первый раз собаку, не Всё, первый поэтому раз давайте на таких испытаниях. готовим. Что, отпускать мы? Подходите, да? И вперед. На Время какое? Так, часы. Сейчас, секундочку. Часы записываем, а я секундомер включаю. 7:59. Включаю. Отпускаю. Все, отпускайте. Поехали, вперед. поедете прямо иди. Чтобы она перебежала, да, дерево? Все, понял, ну она так делает. Вот она, перешла обратно. Она сейчас будет сюда бегать. Ладно, понятно. Все, пойдемте. А вот она уже получила, да? Викторович. Ага. Все, не это дерево. Тихо, тихо. Сейчас. Че, набрали шишек? Да. Молодцы. Ну-ка. Ну, какая красота. Пермская команда, 3-я собака, 1-й нам. Готовится. Давай. Вы определяетесь, в палате белку не нашли.
не влияет на расценку вообще никаким образом. Следующее же, даже в эти 5 минут, уже будет пустая, если мы не найдем. Далее. Направление выбираете сами, какой лес больше нравится. Идете, мы за вами. Собака залаяла, останавливаетесь и определяете. У вас есть времени 1 минута на определение. То есть вы через 10 секунд говорите: белка, мы останавливаем время, идем смотреть. Или вы не определяетесь, определяемся мы. Минута прошла, собака лает. Мы автоматически время останавливаем и идем смотреть. Буду давать команду, что делать, а сами никуда не лезть. Что сказано, стукнуть, стукнули, или кто там стучать будет. Все. Я ее вижу. Сама пошла наверх. Она вот на этом дереве. Вы это ей говорите? Просто сказали, как Я жду команды. Вы говорите, я работаю. ладно. Так, 2 белки зафиксировано. Так, собаку отзывайте, в поезд отправляйте. Пойдем искать, пойдем сюда. Дика, пошли. Дика, пойдем. Молодец, пошли. Немного собак. — 12:20. Какой прыжок. Молодец. Дика. Дика, пошли. Пойдем. Иди сюда. Пошли искать. Пошли сюда. Пойдем. Дика, пошли сюда. Иди ко мне. Иди сюда. Пойдем. Молодец. Пошли. Навигатор в кармане. Когда нам нужно будет, потеряем собаку. Комиссия подойдет, посмотрит, где она, чтобы потом определить, Чем она занимается? чем она занимается именно. Если у меня вот, допустим, нет навигатора. Это еще лучше. Да? Конечно. Не Положение написано. До соревнований Можно допущено. пользоваться средствами связи, но передать в экспертную комиссию сам прибор. Но мы не забираем, он лежит в кармане, никому не мешает. Так, а вот и собака. Че я? Дика, пошли искать. Пойдем. Поиска. Собака должна искать по обе стороны ведущего его хода, удаляясь от него в пределах слышимости ее голоса. Собака ушла со слуха. Это недостаток для этой беличьей работы. Вот. Тем не менее, мы же должны ходить на ее полайки, а не по навигатору искать ее. Навигатор это чисто, да, мы посмотрели, мы знаем. По навигатору собака там, а если бы навигатора Это не ничего и в минус не идет. Просто мы... будет, естественно, заправили с поиска, будет баллы. Навигатор, если он стоит там, и мы его не слышим, туда бежать не надо. Конечно. Конечно. Вот мы про что и говорим, что мы же шли по ходу, он должен идти по ходу. Вот всех он белок 5 нашел по нашему ходу, и Это потом все в удалился, как называем, ушел со слуха. Все, где он, мы не знаем. По навигатору, да, у нас навигатор есть, мы определили там собака. Но Это мы просто для это себя. чисто- Навигатора, а если... У тебя вот нет навигатора, у тебя лично. нет. Все. И что мы будем? Я пойду, и сколько она найдет рядышком, столько мы идем. Вот. Лает, давай послушаем. Если лает, пойдем на лай. Так, кто хороший слухач у нас? Юрий Викторович, покажи берлогу. Ну, тут бардачок. Это же творческий беспорядок. Ну да, естественно. Но
К вечеру будет все сделано как положено. Отдыхать будем очень комфортных условиях. Подставили задницу, прикатываются, Вот эти ведра 14 литров. Еще и мариную. Вшивков меня их и мариновал. Кормил. Ну, надо рецепт знать. И кобель у нее такой могучий, красивый кобель 4-м прошел. Воронин судил, а я средний суп судил. Вот. Я-то не вижу никого, у меня своя работа там. И он, значит, ему водит, а москвич его спрашивает: ты с кем приехал? Вот, откуда ты, мужик? Он говорит: да я с Ханты-Мансийского округа, вот из Сургутского района. А так ты что, с Речкиным приехал? Он говорит: с Речкиным. А, он мне не нравится. Чего он тебе не нравится? Ты его знаешь, что ли? Да, он за водку ринги расставляет. Вперед! Сюда! Вперед! Вперед! Считаем по лайку. Считаешь точно? Подумал хорошо. Я останавливаю время. Иди. Жестко не пугай. Молодец, ага. Стукни вот по этой дереву. Вон он, где? Да. Все, снимаем дальше. 6 штук. Было бы 7. Так, 11 белых собака нашла. 30 баллов. 30 баллов, да. Мы можем, ну максимум 2 Ну, балла. возвращалась, мы еще отметили и находила, указывала на белку. Облаивает азартом. Ну, перемолчки есть, но небольшие. К убитому зверьку потом проверим после всех. И уже отметим и поставим степень. Все, ориентировочно она у нас претендует на диплом первой степени с достаточно высоким баллом. На чемпионы не претендуем на чемпионы, нас все есть. Бурить будут? Наверное. Не старый так она. Тогда по новой будем прощаться. А мне нравится, когда неофициально это выглядит, а когда в своем кругу кто что принес, едят, готовят. Вот тут так мы живем. Ноутбук тут. У нас импровизированная баня. Дорогой друг. Я должен другим налить. По совету Малахова. В общем-то, катайте яйца, пока они катаются. Он серия-то у него какая? Зверовый, наверное. Все, готов. Чисто. А вот здесь нельзя. Троп. Зверовый медвежатник. Очко большое. Вторая собачка вот у нас выступал Ярс. Энергичный такой кобелечек. Все вроде и в поиске. И нашел 8 белок, что получил 2 неточные, 1 пустая. За это он получил 25 баллов. Сегодня у нас отработало 3 номера команды города Перми. Первая собака – Шнырка, владелец Богданов Евгений Александрович. Очень неплохую работу показала, нашла 12 белок. Максимальный балл за чутье получила. То есть независимо,
Еще бы больше нашла, но высший балл. Далее, по быстроте. Значит, из 10 сняли 3 балла, 7 баллов за быстроту поиска. Все-таки нашла 12 белок. Голос прекрасный, чистый, доносчивый. Высший балл, 5 из 5. По слежке очень хорошо следила. Иногда при подходе и на круг заходила, но 2 балла из 10 сняли, 8 баллов. При 12 найденных зверьках и 85 баллах присужден диплом первой степени. С чем мы вас и поздравляем. Так, держите. Так, держите вам диплом, держите медаль и дайте пожать вашу руку. Кора, владелец Султанов. 9 белок нашла. Она на кругах, и всех белок мы рядом находили по ходу-то. Вот, 7 баллов. Голос, голос похуже, да, заметно похуже. 1 балл сняли, 4 балла. По слежке. Хоть она ее и теряла, но выправляла самостоятельно. 11 баллов. Вязкость из 10 сняли только 1 балл. 1 балл, 9 баллов за вязкость. За послушание мы поставили только 3 балла из 5, а отношение к убитому зверьку 4, поскольку белку-то мы взяли непокоребанную. В итоге при 9 найденных зверьках и 81 балле присужден диплом 2 степени, с чем мы вас и поздравляем. Так, пожалуйста, вот документы там, медаль получите. Собака. Дик, владелец Обольский Алексей Игоревич. Тоже кобель работал. Ведь по белкам ведь они как чипированные пермские собаки. В первом напуске 5 белок за 15 минут, потом форсаж и собака пропала. По быстроте поиска немножко, да, он был все-таки получше. Он на галопе в основном мы его видели. На рысе он переходил изредка. Но 8 баллов. Голос кобелиный, тембр более такой средний, но сильный, доносчивый. 4 балла. Вязкость очень хорошая, всех дождались мы всех белок, облаивал хорошо, ждал 8 баллов. В итоге при 10 найденных зверьках и 81 балле присужден диплом 3 степени. С чем мы вас и поздравляем. Так. Спасибо. Так, и медаль. Очень хороший результат показала команда. Мы рады. Третий, опа, и такой прыжок в это окно разбитое. Втюнс! Нет, да он ногу, он с костылем ходит, ногу эту. Вперед! Можно я вас обойду? Мужик, тебе зачем топор? Белку гонять. Так ее направлять сюда только, она сейчас там еще пособирает. На березку. Пошла. Дальше. А, континентальные легавые? Трухар. Туда, Или. Или. Еще есть кто? Что ты так прозаически-то объясняешь? Проголодались просто. А я говорю, на запад. Ага. Кусаны снизу на ручку. Взяли и такие хорошие. Пойдем. Белку искать. Да, как? Состязание супер. Ребята, всем советую.
Георгиевич, вот рабочие рапортички. Восточно-сибирская лайка, это Нефтеюганск-1 команда. Эта собачка нас очень впечатлила. 19 белок. Быстрота поиска. Она что за 2 раза, что в первом, что во втором напуске. Свой пыл не унимала. Голос доносчивый. Она уходила иногда и на 600 метров. Но ее было слышно аж как это. 5. Характер облаивания. 13 баллов. Вязкость. 1 балл убрали. Иногда что-то там минжанулось, вот она, для всех правила одни. Послушание 4, отношение к убитому зверьку 4, диплом 1 степени, с чем вас и поздравляю. Баллов 93, достойная работа, собачка очень понравилась. Все равно ждешь, пытаешься всего. Оксан, ну как тебе? Все отлично, замечательно. Опыта набираемся с каждым годом. Хотел сказать при вступлении. Теперь всего было из 4 различных регионов 7 команд. Выступала в состязаниях 31 лайка, в том числе 3 лайки русско-европейские, 1 лайка восточно-сибирская и 27 лаек западно-сибирских. Значит, начнем с ветерана состязаний. Лучшим ветераном состязаний признана Тойма, владелец Таран, при дипломе 2 степени и 79 баллах. Ваши бурные продолжительные аплодисменты. Спасибо, Саша. А вот самой молодой лайкой, участвующей в состязаниях, стал Улан, владелец Шаповалов. Павел из города Омск. Признан лучшая молодая собака при дипломе 1 степени и 85 баллов при 10 белках. Достойнейшее выступление. Теперь личное у нас никогда не превалирует над командным. Награждается Айда, русско-европейская лайка, или Айда, владелец Исламов, Рузиль. Диплом 1 степени, 90 баллов при 14 найденных белках. Поздравляю! Ваши бурные продолжительные аплодисменты и красивый кубок. Она принесла в копилку, помимо что 1 диплом 25 баллов, еще 5 баллов за 3 место. Награждается Ханта, владелец Щукин, лайка западно-сибирская, занявшая 2 место с дипломом 1 степени и общим баллом 93 балла при 17 найденных белках. Вот. Вас поздравляем, заберете, передадите, да? Дипломом 1 степени награждается Ласка, восточно-сибирская лайка, владелец Крылов Игорь Евгеньевич, получившая звание полевой чемпион с дипломом 1 степени и общим баллом 93 балла при 19 найденных белках. Дмитрий, ваша заслуга. Держите. Ваша. Приз чемпиона. Приз чемпиона. Резиновая лодка. ПВХ лодка двухместная с издувным дном. ПВХ даже не резиновая. ПВХ. Фотографируйте, пожалуйста. Омск. 7 место. 243 балла. 7 место. 6 место. Ямал. 284 балла. 5 место. Пермь Великая. 287 баллов. Всего 3 балла разница. 4 место. Нефтеюганск-2. 290 баллов. Всего 3 балла разница. 3 место. Призеры. Ханты-Мансийск. 291 балл. Дипломом 2 степени награждается команда Нижневартовск-1, занявшая 2 командное место с общим баллом 301 балл. А вот Крылов идет, Игорь Евгеньевич, к нам и получает диплом 1 степени. Награждается команда Нефтеюганск-1, занявшая 1 командное место при 302 балла. 1 балл всего выиграли. Это заслуга чемпионки. Она принесла 25 баллов за 1 диплом и за чемпионство 15. Вот так вот. Спасибо. Я снимаю шапку, кланяюсь вам. Спасибо большое. На том я закончу. Все мы молодцы. Спасибо за
и Сережа тоже. Сережа, молодец. Давай, дорогой. Граммов стоит.